Добрый день, дорогие весы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на март 2026 года. Друзья, у нас заканчивается коридор затмений 3 марта, но уже включился ретроградный Меркурий, который пробудет с нами до 20 числа, разворот Юпитера, новолуние в Рыбах и астрономический Новый год. Все это ждет нас в этом марте. Я буду рассказывать общую информацию для весов, а также для каждой декады есть определенные нюансы прохождения этого периода. Кому-то будет легче, кому-то будет сложнее. Не потому, что я кого-то люблю сильнее, нет, потому что аспекты дотягиваются, потому что это просто геометрия, длина аспектов. Ну что, дорогие, готовы? Этот гороскоп можно смотреть как по Солнцу, так и по асценденту. Если вы солнечные весы, то первая декада – это все те, кто родился в сентябре. Вторая декада – все те, кто родился с 1 по 10 октября. И третья декада, если вы родились с 11 октября и до знака зодиака Скорпион, уже такие мощные с Скорпионом, настроение такое скорпионе сильное. Если вы смотрите по асценденту, тогда 30 градусов знака весы делите на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20 это вторая декада. Если с 21 по 30 градус, то вы третья декада весов по асценденту. Ну что, дорогие, готовы? Уже забежала вперед, сказала про период ретроградного Меркурия. Он уже у нас включился 26 февраля, продлится его влияние до 20 марта, больше, чем 3 заявленных недели, на которые мы обычно рассчитываем, да, и уходит он в ретроградное движение в соединении с Венерой, вашим единственным управителем. В соединении с Венерой в далеком, но гармоничном аспекте с Ураном и в далеком, но гармоничном аспекте с Юпитером. О чем это могу сказать? Что вообще, в принципе, для весов все то, что будет происходить в этом месяце, в ближайшие 2 недели точно, последние дни февраля и первая, вторая неделя марта однозначно в плюсе. То есть это все то, грубо говоря, что мы заслужили, все то, к чему мы шли. Будут возникать прошлые вопросы, которые мы не решили, будут возникать те проблемы, в которых нам что-то было неясно, некомфортно, нам что-то не нравилось, потому что основной управитель весов – это Венера, а это та планета, которая любит говорить «мне нравится» или «не нравится». Понимаете, о чем я говорю, да? И здесь вот такой большой, может быть, у вас будет разрыв шаблона своего собственного, вы скажете: да я уже думала, что я уже все это решил, да. Здесь захочется и карьеры побольше, поярче, интересной. Здесь захочется расширения в семейном плане, ребеночка захочется, разрешения каких-то своих имущественных вопросов. Я не могу сказать, что это недостижимо. У весов есть эта история в этом марте, по крайней мере. У весов, ну, первой декады 100% здесь у вас уже должно сюда, к этой истории идти. Опять же, что еще? Все, что, в общем, сейчас у вас появляется в конце февраля и в первой неделе марта, пока ретроградный Меркурий в соединении с Венерой, и это история вашего движения в будущем, в лучшее будущее. Хоть, может быть, в самом начале вам будет казаться, что это совсем не так. Я знаю, сейчас весы первой декады, особенно те, кто родился на стыке с девами, будете задавать мне этот вопрос и говорить: вообще в смысле? В смысле? Мы вообще не согласны, потому что Сатурн и Нептун перешли в 1 градус Овна. И получается, что это оппозиция от Сатурна и Нептуна. То есть это такой большой жизненный вопрос определиться, чего я хочу в любовных отношениях, в эмоциональных своих личных событиях, потому что Нептун это про эмоции, да. Вот здесь история, когда розовые очки бьются, когда мы в чем-то таком были уверены, а на деле оказывается, что это вообще не так. И вначале это страшно, кому-то даже кажется, что это такой личный позор, но, дорогие, это бывает абсолютно со всеми, это нормально. Поэтому здесь просто примите реальность такой, какая она есть, взросло примите реальность, потому что рядом с Нептуном идет Сатурн. А Сатурн – это всегда те вопросы и проблемы, которые у нас возникают. Например, выгнали из арендного жилья. Для чего? Сатурн в оппозиции заставляет вас приобрести свое жилье, заставляет вас прийти к реальным стабильным деньгам, к стабильному деньгозарабатыванию.
решить свои какие-то долговые вопросы, обязательства. Эта история у весов первой декады будет вообще работать весь март. Понимаете, о чем я говорю? Еще и апрель. Еще и апрель. Сатурн будет идти по первой декаде Овна еще и апрель. Поэтому насколько вы хотите растянуть это долгое удовольствие от Сатурна, понимаете, о чем я говорю? Но специфика аспекта Сатурна еще в том, что аспект закончился, и влияние его остается вот такое, потому что это долго длится, вот эти все события, связанные с Сатурном, потому что еще бюрократические истории. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому здесь момент того, что придете ли вы в новую работу, в новую должность, возьмете ли вы должность выше, и разобьются ваши розовые очки о том, что нам мне казалось, что там вообще все легко и просто должно быть. Нет, а там, оказывается, нужно вырабатывать максимальную ответственность и прям трудиться. И это нормальная история, это понимать. Принимать решение, что вы хотите жить вот так и идти в свое светлое будущее. У весов второй декады вообще возникнет на момент включения ретроградного Меркурия и вообще весь месяц, можно так поделить месяц напополам, то есть после 11 марта ситуация станет другой у весов второй декады. Сейчас она немножечко на стопе, сейчас только вот такие переговоры с собой. Вы торгуетесь, можно так сказать, вы с собой максимально торгуетесь. Возникают прошлые вопросы, чего вы хотите, чего вы не хотите, как-то пытаетесь это избежать, но прошлые вопросы, они вот так вот пришли вот так вот в феврале в конце, да, может, они уже были, но вы не хотели их видеть. И вот еще у нас полнолуние здесь вот так это все оголит 3 марта. Я это говорю с точки зрения, это абсолютно гармоничные аспекты к вам, весы второй декады, поэтому здесь нужно будет максимально честно себе сказать, что где-то сами не доработали, и нужно просто начинать решать все эти вопросы, которые у вас сложились. А вообще большой и мощный вопрос, который вы боитесь решить, но вам его нужно решить, это, конечно, своя личная карьера, свой статус, своя реализация. Весы второй декады. Да, будет, конечно, вам казаться, что вы недостойны, естественный страх еще к вам придет после 20 марта, когда как раз таки Лилит поменяет декаду, перейдет во вторую декаду Стрельца. И здесь у вас будет внутренний момент того, что вам ну вот вы будете считать, что вы недостойны, что вы не заслуживаете. И вот всю вот эту мишуру, которую нужно уже давно разобрать в своей голове. Понимаете, о чем я говорю? Вообще вам нужно идти в расширение, масштаб своей личности, в решение своей карьеры. И ретроградный Меркурий это будет поднимать этот вопрос весь месяц. И полнолуние, финал коридора затмений. И разворот Юпитера 11 марта. И новолуние 20 марта. То есть все события вместе это такие эмоциональные точки в вашей жизни, когда будут с вами случаться события весы второй декады, что вам нужно прийти к карьере. То есть у вас где-то будет не хватать денег, где-то вам будет не хватать силы воли отказать какому-то человеку, выработать свои, там, поставить свои границы, потому что вдруг вы поняли, что вами все пользуются, понимаете, о чем я говорю, да? Где-то, наоборот, показать свой профессионализм. Потому что Юпитер, все, что связано с Юпитером, будет с вами работать в марте, вот оно мощно включается с разворотом Юпитера, и еще весь апрель. Ну, то есть вот забегая вперед, вот вы прям так понимаете, чего вас ждет еще в апреле. То есть если вы сейчас максимально стараетесь, максимально разбираете вот эти свои страхи в своей голове, вы их разбиваете, да, о здравый смысл, его реальность, и тогда у вас начинает включаться все то, что вы хотите в вашей жизни, понимаете, и апрель это еще ступенька выше, сильнее, ярче, активнее, профессиональнее. Юпитер, расширение из себя, своего масштаба, не лишнего веса. Как правило, лишний вес расширяется, когда вот мы весь свой потенциал не вовне реализуем, а внутри. Тогда лишний вес. Вот в лишний вес не надо. Надо в профессионализм, говорить о себе, потому что ретроградный Меркурий вот здесь вот еще в конце февраля и первую неделю марта в соединении с Венерой, в гармоничном аспекте с Юпитером, который еще ретрограден. Но это говорить про себя, про свои компетенции, нарабатывать их, обучаться, если вам это нужно. Если вам для работы нужны командировки, какие-то большие мероприятия такие, чтобы съездить на мир посмотреть, поездки, путешествия, все то, что повысит ваш профессионализм, все то, что поднимет вас чуточку выше даже в своих хотя бы глазах на начальном этапе, потому что вам очень сильно вот это вот для вас такая не просто идея фикс, это ваша задача в марте и в апреле подняться в профессиональном плане. Поэтому здесь давайте я уж
Как обычно, люблю забегать вперед, потому что я всегда считаю, что если ты знаешь, какая там будет цель и какой там в конце будет результат, и если есть возможность у этого результата хотя бы даже 1%, то нужно вложиться и постараться сделать так, как хочется, понимаете? Для того, чтобы не под обстоятельства прогибаться, для того, чтобы влиять на обстоятельства. Вот оно о чем. Поэтому весы второй декады, здесь у вас только вперед, только в рост. Весы третьей декады. Ну что, дорогие, я хочу сказать, что у вас такой большой, мощный стимул движения вперед, конечно же, будет давать еще Юпитер, но это чуточку позже, еще не включилась история. А так у вас, конечно же, у вас будут истории, которые были в прошлом, появляться, потому что у вас с 1 марта буквально Венера начинает подтягиваться в соединении с Нептуном и Сатурном. То есть ваш управитель начинает очень классно работать, вперед двигаться. Это большие цели, большие планы. Но при всем при этом Венера в соединении с Сатурном и с Нептуном в потрясающем аспекте с Плутоном и с Ураном. И это история больших денег, какой-то новой работы, большой ответственности, большой цели. Приобретете ли вы недвижимость, устроитесь ли вы на работу такую ответственную, сильную. Либо вы цель поставите себе в семье, вы чего-то хотите, не знаю, там, другого имущества, либо вы хотите расширения в семье. Но это не сколько вот такое юпитерианское расширение, это такое большое, мощное расширение своего влияния, власти. Я бы это вот так сказала. Нацелены на будущее, новые проекты, переезды. Но при всем при этом у вас должен быть четкий фундамент, у вас должны быть в порядке документы, бюрократическая история должна быть четко сделана. Хоть и в этот момент, то есть с 1 по 11 марта прекрасный для этого период, дорогие весы третьей декады, заниматься какой-то бюрократией, оформлять какие-то большие мощные сделки, суммы, покупки. То есть вообще не сдаваться. Легко не будет, потому что Венера в соединении с Сатурном, соединение считается мощный напряженный аспект. Но при всем при этом, там еще эмоции рядом, там еще соединение с Нептуном, а это дает такие много эмоций, знаете, такие качели. Мне хочется сейчас поплакать, себя пожалеть, я вот такая вот жертва, как я устала. И хочется сказать, нет, я вот это добью, я это сделаю, я вот это разрешу. Как будто вытягивает много сил, понимаете, вот такая история. Но при всем при этом потрясающие аспекты с Плутоном. По итогу завершения этих дел вы получите гигантское внутреннее удовлетворение от того, во что вы вложились. Уран точно так же словно окажется, вам покажется, что вы словно оказались в будущем, в том, которым вы хотели, и это буквально период с 1 по 11 марта. Понимаете, о чем я говорю? Дальше, правда, у нас будет такой момент, если кто-то не сделает вот эту историю, которую большую из весов третьей декады, тогда включается такой другой момент. Но подождите, я сейчас про 3 марта скажу. 3 марта полнолуние в Деве. Очень хорошая история, опять же, для больших планов, амбиций. Мы заканчиваем коридор затмений, и я надеюсь, вам стало понятно, да, станет понятно, что это всего лишь эмоционально такой этап в жизни, который должен нас загнать в угол наших же эмоций, когда мы должны что-то делать. Так вот, 3 марта принимайте все те решения, про которых я говорила в первой половине видео. Сейчас буду рассказывать другие, как разворачивать все ваши события, которые вы хотите, для того, чтобы получить больше с привложенных ваших силах. Следующее у нас событие это 11 марта, и к нему должны быть очень хорошо готовы весы второй декады, потому что здесь у вас может начать включаться, вот сразу после этого Юпитер развернется, и Венера, управитель весов, встанет в квадратуру с Юпитером. Сейчас все весы меня слушают, потому что это такая абсолютно по управителю история, когда будет внутреннее ощущение не получения того, когда мы не получаем того, что мы хотим, у нас происходит такая претензионная история. Мы начинаем ругаться, мы начинаем ссориться, мы начинаем скандалить, доказывать всем, что они неправы. Кто не прав? Не правы мы, потому что у нас вот был момент в первой половине марта реализовать, сделать то, что мы хотели. Мы не воспользовались этим окном возможностей. И потом мы начинаем что делать с 12 по 24 марта? Потом будет история абсолютных конфронтаций. История будет претензий и нереализованности
вообще у всех весов, испорченной репутации, либо же захочется здесь потратить, и там, кто не смог вложиться в большие, крупные, как, например, весы третьей декады, в большие, мощные, крупные сделки, да, будет история потратить хоть на какую-то мелочь, так себе тактика, вообще не надо этого делать, весы третьей декады. Весы второй декады, если в начале марта не вложитесь в свою карьеру, здесь может прийти такой ссоры, скандалы, интриги, даже, может, если вы вложились в карьеру, могут в любовных отношениях появиться вот эти вот истории, когда недовольна вторая половинка чем-то, потому что внимание недополучено, либо вот что-то такое, понимаете, я о чем говорю. И здесь нужно эту историю очень тоже четко понимать. Не тратить деньги по прихотям, а все истории, скандалы закончатся 24 марта, уже будет потом неинтересно, пройдет просто период времени, и вы скажете, зачем было потрачено столько своих сил на это. Не очень хорошая история с 12 по 24 марта вкладываться в какой-то, знаете, такой сомнительный пиар, в сомнительную рекламу, тратить деньги по вот так прихоти. Не надо этого делать. Ам, Постарайтесь быть максимально приземленными. Весы второй декады начинайте включаться в работу и понимайте, что есть определенные какие-то сложности, трудности, но это не говорит о том, что у вас не получится. Здесь будут какие-то моменты сложных договоренностей, у вас все должно получиться. Весы первой декады уже сказала, что нужно. Здесь, конечно же, не будет легко с финансовой составляющей. Все то, что в начале видео говорила, большие сделки, либо приобретение недвижимости, либо к основательной работе вас будет жизнь вести, но могут возникнуть еще сопутствующие споры, скандалы, конфликты, желание потратить деньги, как-то получить вот эти легкие эмоции, как-то себя порадовать. Могу сказать, что если вот вы не сделали ничего такого взрослого, ответственного, то не надо себя радовать какой-то такой мелочью, благодаря которому вы просто распылите свой потенциал. То есть вроде как себя порадовать какой-то покупкой, хотя вам нужно не какую-то покупку сделать, вам нужно порадовать себя большой покупкой, большим приобретением своей недвижимости, например, своего автомобиля, например, который вам будет и нужен, ну, вообще, в принципе, по комфорту, по статусу, порадовать себя ответственной работой, которая будет вам приносить стабильный доход и решаться все ваши проблемы. Вот такая история. А вот это вот легкомысленное с 12 по 24 марта лучше отложить, потому что 25 марта не будет уже таких эмоций. Из основных мощных событий еще этого месяца 19 марта новолуние в рыбах. Новолуние в рыбах. 20 марта астрономический Новый год. Очень мощные дни. У нас все скопление планет находится там рыбы и уже Овен, да, Венера в квадратуре с Юпитером, поэтому здесь, дорогие весы первой и второй декады, постарайтесь быть максимально дипломатичны, лояльны к своим конкурентам, к своим обидчикам, как вы их называете, да, потому что это все вложенное может потом обернуться против вас. Вообще очень хорошая история брать какие-то большие цели, двигаться вперед и не спорить, не конкурировать, договариваться. Если есть желание выйти из отношений, то эта история будет такой агрессивной, да, но потом, когда Венера в начале апреля перейдет в знак Тельца, придет такое приземленное взрослое ощущение, а зачем вообще это было нужно? Потому что Венера в Тельце, это ее обитель считается, она успокаивается, ей там хорошо, и становится понятно и приземленно для чего. Но вот здесь в марте будет отсутствовать вот такой внутренний какой-то комфорт, захочется как-то пыль в глаза пустить, захочется как-то себя дерзко показать. Опять же, есть определенные моменты, дорогие весы первой и второй декады, в отношениях будьте аккуратны, не рубите с плеча, не рубите сгоряча. Возьмите себе большую мощную цель. Весы и первой, и третьей декады в жизни, какие-то большие мощные основательные покупки. Весы второй декады возьмите себе там сверхкарьеру, себе какую-нибудь организуйте, либо расширьте наоборот свою семью, хотя все это будет сопровождаться не в легкости, опять же, но путем терпения со всем этим получится вообще договориться. Ретроградный Меркурий заканчивается у нас 20 марта в соединении с северным кармическим узлом
квадратурах с Лилит, и будет казаться, что все вообще не так, как нам хочется. Будут какие-то страхи, сомнения, переживайте, дайте время своему выбору, решению. События, они у вас придут. Не всё, будет просто казаться в этот момент, что то, что у вас есть, оно недостаточно. Да просто дайте себе способность оценить все то, что у вас есть. На каком-то определенном моменте времени у нас есть именно, вот у нас всегда есть то, что мы хотим. Мир это никогда, вот мир мне сначала даст, и потом вот мне сначала дадут заработать много денег, и потом я классно их распределю. Нет, у нас всегда то самое количество денег, те самые отношения, на которые мы достойны. То есть если у нас нет внутренних сил, амбиций, желаний, принятых решений и ответственных действий, у нас нет того, что мы хотим. Вот эту философию, наверное, так, эту мудрость нужно понять в этот коридор затмения, потому что ретроградный Меркурий будет идти по знаку рыбы. А это самый мудрый знак зодиака. И если понимать, что эти трудности нам нужны для того, чтобы поменять неверный ход мысли в своей голове, он неправильный, потому что он нам мешает жить. Поэтому он неправильный. Для кого-то он вообще логичный и понятный, и люди так живут. Но если у нас на определенный момент жизни нет того, чего мы хотим, значит мы что-то делаем не так. И вот это нужно понять в марте и быстрее начинать делать то, что хочется делать. То, что хочется, для этого требуется много сил. Поэтому если вы наигрались на какой-то ступени, можно, конечно, обнулиться, выйти из отношений, выйти с работы, все бросить и начать все сначала в легкости, и будет, да, вот оно вот как все легкости и в играючи. А если вы понимаете, что вы наигрались уже на этой должности, на этой работе, с этими суммами денег, в отношениях вот так, уходите на глубину своих отношений, задавайте другие вопросы, в работе берите новые истории, подключайте другие грани своей души, и у вас все тогда будет хорошо. Вот такой гороскоп, дорогие весы. Я надеюсь, у вас вот в голове все стало понятно, что же делать. Нужно просто идти в будущее семимильными шагами, решать вопросы, и все у вас будет хорошо. Дорогие, если остались вопросы, оставляйте в комментариях. Самых отважных жду на консультации. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.